Многие, представляя Бали, думают о море и лазурных пляжах. Более опытные путешественники понимают, что большинство пляжей Бали выглядят так. Однако, есть одно местечко, где пляжи на этом острове все-таки выглядят вот так. Я сейчас на Бали, на полуострове Букит, где самые лучшие пляжи Бали. И вот я решил разобраться, стоит ли вообще сюда лететь ради пляжного отдыха. Я собрал самые красивые пляжи, которые мне удалось посетить на этом острове. Однако речь пойдет, конечно же, не только про них. Поэтому с тебя готовность смотреть до конца, а с меня интересное путешествие на самую горячую часть Бали. Ведь на моем пути полуостров Букит. Что такое Букит? Это полуостров на острове Бали, самая-самая южная его часть. А это значит самый жаркий климат на Бали и очень мало дождей в сравнении с остальным островом. В ширину с запада на восток длина составляет 15 километров, а с юга на север всего 8. Живут тут около 70 тысяч человек, и для сравнения на всем Бали живут почти 4 миллиона. И помимо небольших размеров, ландшафт не сказать, что супер удобный для жизни огромного числа туристов. И тем не менее, это самое популярное место на Бали, ведь тут есть шикарные пляжи. Так вот, знакомство с пляжами началось еще с Убуда, где мы жили сильно дольше, чем тут. Ну ты помнишь, получилось очень насыщенное видео, и оно уже на канале. Мы тогда арендовали машину, и повторюсь, для этого ничего особо не надо, кроме денег и любых прав. В нашем случае прокатили китайские. Машину брали, чтобы ездить на море. Дорога очень тягучая и тесная. Ну ты помнишь, я тогда еще царапнул дверь случайно, где-то в узком переулке. Но с ребенком на скутере было бы куда тяжелее. В те моменты всего-то какие-то 2-2,5 часа, и мы добирались до Нуса Дуа, главного пляжа для многих туристов. Пляж широченный, песок красивый, волн нету, глубина мелкая, для семьи вообще супер. И есть одно но. Все, что можно купить здесь, стоит отели, лежаки, рестики, ну для нас лично дороговато. Но зато пляж бесплатный, отели здесь не могут закрывать пляжи только для себя, поэтому идешь вдоль береговой линии, ищешь деревце и кайфуешь. Пойдешь еще купаться в море? No. Почему? Кушать. А потом пойдем купаться? Да. Хорошо. Правда, в эконом режиме кушать придется ехать куда-нибудь в другое место. Например, хорошо запомнился Wood Snack, кафешка в стиле, я не знаю, какого-то ранчо где-то в Техасе и с крутым видом на просторы Букита. Интересно вот что, площадь Букита, 104 квадратных километра, постепенно увеличивается с 2000-х годов за счет искусственного расширения северо-восточной части, то есть осушения и засыпки прибрежной зоны. Да и вообще, полуостров соединился с Бали только 20 лет назад по сути, благодаря системе дамб и мостов, вот здесь.
который наблюдаешь, когда едешь на машине по магистрали, соединяющей Бали с полуостровом. Ну, вернемся к пляжам. Несмотря на то, что Нуса Дуа находится в хорошем районе и выглядит шикарно, лучшим пляжем считается все-таки Меласти, по мнению большинства. И первые приезды мы посетили и его тоже. Могу сказать, что он действительно хорош даже в шторм. Был сильный ветер и волны, но даже так вода оставалась наилазурно-мармеладной. Просто шик-блеск. Проезд на машине стоил, кажется, около 5000 рупий с машины и еще по 5 с человека. Это, совсем недорого для такого живописного пляжа, как я считаю. Кстати, именно волны прекрасного Меласти уничтожили мой пульт с дрона, из-за чего пришлось изрядно поискать, чтобы найти новый. Но об этом я уже рассказывал в фильме про Убуд. Что было, то было, чё уж там. Странно было бы рассказывать про Букит, живя в Убуде, правда? Поэтому здесь мы таки сняли очень недорогой отель за 16 баксов в сутки. Ну, вот такое место мы выбрали в целях экономии. В целом все хорошо, есть даже кухня, правда, общая, относительно недорого. Конечно, далеко от моря, но море рядом, тут трудно найти за какие-то приемлемые деньги. В любом случае нужно арендовать скутер. Тут же прям в отеле взяли и скутер, и процесс достижения пляжей сильно сократился по времени. Вообще абсолютно любой подъезд к любому берегу сопровождается какой-то оплатой. Может быть 1000, может 5000, может 20. По-разному. В итоге копеечка к копеечке, ты тратишь довольно много. Если каждый день посещаешь по 2 разных пляжа, то как бы не очень. Вроде и не бьет по кошельку, это мелочи там. Но тем не менее, осадочек остается. Да, серьезно, бесплатный подъезд я не видел ни разу за наш отдых здесь. Хотя мы приезжали и на разные случайные, безымянные пляжи, но даже там сидел какой-нибудь охранник, который брал деньги за парковку, как минимум. Ну и вообще в целом можно всегда найти какое-нибудь деревце при отеле. И так вот на границе территории немножко пристроиться в тенечке. Бесплатно, комфортно. Зато вряд ли кто-то прогонит отсюда. В этом плане лайфхак полностью рабочий. Дорогие лежаки, нет тенька, но при этом нужен идеальный пляж? Езжай к любому отелю и устраивайся на границе пляжа и отельной территории под любым деревом. Бери от экономной жизни все. Но скажу больше, этот секрет работает не только на пляжах. Что-то необычное. Это прям как будто бы другой мир. Ты в мир Аватара попал. Еще играет такая музыка загадочная, которая придает атмосферы всем этим джунглям. Ее не слышно на камеру, но она есть. Она звучит отовсюду, как будто бы у тебя в голове. Это поистине удивительное место. Самый дешевый номер можно найти всего лишь от $300, а люкс с видом на океан доходит до $3500 за одну ночь.
Тут снимают мировые звезды, проводятся помпезные мероприятия, приезжают топовые повара, в соседнем бассейне с нами, между прочим, вообще акулы плавали. В момент, когда мы там были примерно, в какой-то из вилл жил вроде как Моргенштерн, но это не точно, мы не проверяли. Ну и как же мы с нашим бюджетом в 16 баксов попали туда? Есть такой лайфхак, короче, один из топов на Бали, самых дорогих отелей. И вот в чем прикол. Просто приезжаешь на машине, на скутере, заезжаешь во двор, тебя спрашивают, куда ты едешь, ты говоришь в ресторан, то технически тебе проход везде открыт и везде бесплатный. И ты можешь пользоваться бассейном, благами, делать вот такие фоточки и говорить всем: это я здесь живу. Хотя на самом деле ты живешь где-то на дешманской вилле в Убуде, как я. Естественно, мы не сами додумались до такого. Нас этому научились Олеся и Сергей. Познакомились мы случайным образом, когда открывали местную карту в банке. Ты их уже видел в фильме про Убуд. Для жизни вообще все выбирают иностранцы Букит, конечно же. Да? Не будем думать, что мы самые умные. Они выбирают Букит и Сануру. Да? Много иностранных вилл, которые принадлежат там итальянцам, испанцам, ну и, конечно же, австралийцам. Это Санура и Букит. А вот русскоязычный сегмент, да, любит Чангу, строит в основном все в Чангу. А мы здесь уже именно на Нусадо, на Букете 2 года. Нравится все. Нравится просыпаться рано утром, когда за окном океан, его видно. Нравится, как поют петухи с утра, хотя многим это не нравится. Во-первых, море более чистое, да. Во-вторых, если брать Букит, то с одного конца Букита до другого можно достаточно легко добраться до часа. Раз. Второе, все-таки дороги тут стараются делать получше, да, ну особенно вот ближе к Толл-Роуду. Дороги пошире, за ними более ухаживают. Во-первых, близко аэропорт. Близко Чингу, где если какие-то ночные клубы. Мы можем на любое побережье, на восточное, на западное побережье, то есть разные пляжи. Единственный вопрос – это Убуд. Но если ты хочешь приехать в Убуд и что-то посмотреть, просто нужно встать заранее, часов в 5-6 утра, и уже ты будешь на водопадах, на которых еще даже ни одного туриста нет. Все-таки, если ты хочешь жить на Бали, я считаю, что это будет океан, потому что все-таки он дает пространство и какую-то свободу. Каждый, когда приезжает в какое-то место, у него складывается свое какое-то впечатление, как должен выглядеть там идеальный Бали, да, когда там человек почитал, ну, либо просто посмотрел на карту, увидел, что это остров, вот, решил, да, вот там я буду жить, и там представляет, как выглядит идеальный остров. Вот для меня идеальный остров выглядит как Букит, в частности. Сколько я не пытался узнать у ребят минусы Букита, они так и не придумали. Поэтому выясним сами. Ну, один я уже сказал, недорогие, но платные входы на побережье. Это самый дорогой вход на пляж, который мы видели. Посмотрим, стоит ли это того. Проход интересный. И в топе самых дорогих проходов у меня пляж Паданг-Паданг. Болото, полная водоросль. Но, в принципе, если бы не вот этот камешек очень красивый, то платить не за что. Платить не за что, сказала гламурная дева. Вот так вот. Вот за это платить не за что, говорит. Ну, на самом деле нам просто не очень повезло. Было много водорослей, еще больше людей, обезьяны тут как тут следили за сумками, и вода совсем не охлаждала в эту жару. Поэтому данный пляж на дне топа. Но, скорее всего, это просто стечение обстоятельств. С другой стороны были пляжи и без касс, и аккуратных ступенек.
Мы, конечно, дурны с ребенком тащиться через джунгли по скалам, отбиваясь от обезьян, но виды того стоили. Хотя повторять это не рекомендую с детьми. На самом деле за кадром происходит очень много всего. Вот. И это не всегда как бы приятно. А еще мы с ребенком, это еще вдвойне такая нагрузка. У нас закончился бензин в скутере. Вот. Теперь мы стоим где-то вот в какой-то деревне. Мы почиваем, отдыхаем со Златаном, пока Женя ходит, ищет бензин. А сейчас он играет с муравьями. Закончилось топливо. Вот несу. Настя меня чуть не убила, но такое случается. Просто у нас плохо работает и неправильно этот датчик бензина. Но я уже нашел у местных вот полбутылочки. Нам хватит до заправки. А то что-то дорого. Вот так вот в глуши. За двойную цену. Ну вот, вернулся наш добытчик с бензином. Ну, значит, мы отсюда все-таки уедем. И мы уехали таки на пляж Dreamland. Тоже классный пляж, с красивой водой, скалами и белым песком. В целом, если бы я делал топ пляжей из тех, где мы были, то он выглядел бы примерно как-то так. На 7-м месте расположил черные пляжи в любом месте, не на Буките. Это безумно интересно и необычно. Мне на самом деле понравилось там. Но расположу в конце списка все-таки из-за мутной воды. 6-е место занимает Паданг-Паданг. Уж простите, так сложилось. Из-за водорослей. 5-е место Нангалан, или как там его, виды шикарные, но мусор на берегу все реально испортил. 4-е место Нуса Дуа, самый стабильный такой среднячок, вот прям пляж как надо, ни больше, ни меньше. На 3-е место я бы поставил пляжи ноунеймы возле отелей. Ну хотя имена там конечно есть, я просто не записывал. Там нет людей обычно так много, но вода не хуже любых платных. Хотя за парковку платить надо везде абсолютно. Или я просто чего-то не знаю. Пишите, если что, в комментариях. На 2-м месте финиширует Dreamland. И 1-я, как это ни странно, в кои-то веке я согласен с большинством. Миласти. Это единственный пляж, на который я очень хотел вернуться 2-й раз, но, к сожалению, не успел до самолета. Конечно, помимо пляжей есть много всего интересного здесь. Рестики, смотровые, культурные места, но я рассказываю только о том, что случилось на моем пути. А значит, пришло время заканчивать эту историю, и зафиналить я ее решил по традиции закатом. Смотровая находится тут. И главное не побояться и проехать по ужасной дороге, ведь если ехать по нормальной, то с тебя сдерут бабосики за парковку и даже за вход. А так можно смотреть закат, пусть и не в одиночестве, но абсолютно бесплатно, с тем же видом. И это, пожалуй, единственное место, где с нас реально не взяли деньги, даже за скутер. Здесь на обрыве я решил и подвести итог. Через несколько часов у меня самолет. И что хочу сказать по поводу Букита и вообще пляжей на Бали. Честно, я бы не ехал сюда ради моря.
безумный трафик, который занимает много времени, немного неоправданные цены на все, но при этом при всем здесь красивейшие виды. Вот сейчас скоро будет закат, после чего я поеду в аэропорт. Таких видов я пока что не видел нигде. Действительно, Букит очень радует видом, обрывами, волнами, серфингом. И это все про это место. И 2 или больше недель перед этим мы жили в Убуде. Там, конечно, совсем другая атмосфера, она никак не сравнима с вот этим морским пляжным отдыхом. Тут классные пляжи. Круто поселиться в отель за $500 в сутки и кайфовать. Но если у тебя бюджет на $30 в сутки, то будет все не очень комфортно. Не очень комфортно. А еще и вода на пляжах очень горячая. Почему-то меня это очень сильно смутило. В общем, такой мой вердикт. Это мое мнение такое. Этому делаю вывод сам. Свое мнение я озвучил. Мы увидимся на моем пути где-нибудь в новом месте. Давно что-то я по Китаю не путешествовал. Я буду скучать. Было и хорошее, и плохое, было всякое. Но красота, она есть. Приезжайте на Бали, кайфуйте, отдыхайте и вообще путешествуйте. Это лучшая медитация, лучшее исцеление для души и тела. Я вас целую. До новых встреч.